Привет, я Роман Шабанов, и совсем недавно из Японии ко мне прилетела консоль Super Nintendo, а точнее Super Famicom. И в этом видео я расскажу вам о том, как подключал ее к телевизору и с какими сложностями мне пришлось столкнуться. Погнали! Консоль Super Famicom я купил на сайте eBay и отдал за нее примерно 2500 рублей, из которых примерно 1000 я отдал за доставку с трек-номером. Если кому-то интересно, то ссылку на тот самый лот, на котором я покупал эту консоль, я оставлю в описании. Вы можете там сами посмотреть, ну или даже заказать себе аналогичную консоль. Естественно, я заказывал не полный комплект, а урезанный. В посылке мне должна была прийти сама консоль, 2 джойстика для нее и AV-кабель. То есть это такой минимальный набор, которого мне должно было хватить для подключения к телевизору. Но, к сожалению, то ли продавец забыл, то ли специально этого не сделал, но AV-кабеля в посылке я не обнаружил. То есть по факту я получил консоль Super Famicom и 2 оригинальных джойстика для нее. Все, AV-кабеля не было. Естественно, получение AV-кабеля я очень надеялся и не стал его предварительно заказывать где-нибудь на Алиэкспрессе или еще где-то. Что касается блока питания, так сказать, сердца консоли. Перед тем, как заказывать консоль без блока питания, я прошарил там эту тему и сначала думал заказать блок питания на Алиэкспресс какой-нибудь подходящий. Но дело в том, что все блоки питания, которые я там находил, они на 9 вольт. То есть на европейскую или на американскую консоль рассчитаны. Японская же консоль, я тут даже записал, рассчитана на 10 вольт постоянного тока и 850 миллиампер. Такого блока питания на Алиэкспресс я не нашел. Ну, конечно, можно было бы поискать подольше, но я решил пошариться дома, посмотреть, может быть, где-то завалялся подходящий блок питания. И, как ни странно, когда я взял блок питания от моей старенькой Sega Mega Drive 2, выяснилось, что у него как раз-таки подходящий блок питания 10 вольт постоянного тока и 1200 миллиампер. Миллиампер немножко больше, чем нужно Super Nintendo, но это не страшно. Главное, что блок питания дает необходимые 10 вольт тока. Потому что я читал на некоторых форумах, писали, что если подключить 9-вольтовый блок питания, то в некоторых играх, в частности Yoshi's Island, могут наблюдаться проблемы с изображением и со звуком. Поэтому я и не стал брать 9-вольтовый блок питания. Хотя, в принципе, мог бы. Но здесь возникла другая проблема. Блок питания я как бы нашел, сеговский, но я точно не знал, подойдет ли его штекер к гнезду Super Famicom, потому что консоли-то на руках не было, я не мог проверить. То есть тут я уже рассчитывал, что когда консоль придет, я уже буду методом тыка, ну в крайнем случае какие-нибудь там иголочки воткну или проводки прикручу на первое время, как-то запитаю консоль. Но все оказалось гораздо проще. Вот он мой сеговский блок питания. Как видите, кабель у него я немножко заменил, потому что оригинальный с годами там перетерся и отконтачивал. И, конечно же, первым делом, получив консоль, я побежал, взял вот этот блок питания, схватил его штекер, подбежал к консольке и подумал, подойдет, не подойдет. Начал втыкать, бац! Как видите, он подходит идеально. Вот он вошел, вышел. Каким-то чудом это совпало, но сеговский блок питания идеально подходит для Super Famicom. Я не знаю, как насчет 9-вольтовых европейских консолей, навредит ли им как-то вот эта разница в 1 вольт или нет, но для японской консоли это то, что надо. То, что доктор прописал. Далее джойстики. Как вы знаете, джойстики у меня бэушные, и, естественно, когда я их вытащил из коробочки и посмотрел на них, они были все ужасно грязные, там засаленные, непонятно сколько там японских рук прошло по этим джойстикам, непонятно, кто там их вообще в руках держал. Естественно, я так просто оставить это не мог. Оба джойстика я полностью разобрал, и каждую их деталь промыл хорошенечко зубной щеткой с мылом, и поэтому они теперь уже выглядят почти как новые. Ну, за исключением, конечно, того, что они немножко пожелтели и парочки царапин, они выглядят почти как новые. И играть и держать их в руках гораздо приятней. Тут такие куски грязи были, что просто противно их держать было в руках. Всегда мойте джойстики. Чистый джойстик гораздо приятнее держать в руках. Но что поделаешь, бэушные, новые их сейчас не продают. Итак, с блоком питания мы разобрались, с джойстиками разобрались. Теперь нужно было понять, как подключить консоль к телевизору, ведь AV-кабеля в комплекте не было. И я на Алиэкспресс никакой не заказал предварительно. То есть, по факту у меня ничего не было. Что делать? Я долго парился и вспомнил, что у консоли помимо мультивыхода есть еще и RF-выход. Но встала другая проблема. Где же взять этот самый RF-кабель? Ведь Sega моя подключается к телевизору через AV-кабель. У меня новодельная Dendy,
она тоже подключается через AV-кабель, и у нее в принципе нет в комплекте RF-кабеля. Тут я, конечно, запарился, но потом вспомнил, что в коробке от Mega Drive 2 у меня где-то валялся RF-кабель. Хотя я им никогда не пользовался, но у меня там просто так валялся с самого момента покупки. Я его достал, и он действительно подошел тоже идеально, как и блок питания, к гнезду, как видите, подключается без проблем. Так что у меня получился на руках уже полный комплект для игры. Антенна, блок питания, 2 джойстика и сама консоль. Осталось подключить все это к телевизору. Но, как вы знаете, RF-кабель предназначен для подключения консоли непосредственно через антенное гнездо телевизора. Поэтому, чтобы изображение на экране появилось, необходимо найти нужную частоту вещания. Я уже давно не подключал таким образом консоль, но в детстве я помню, что мы, когда подключали Dendy таким образом через RF-кабель, то изображение у нас шло по каналу НТВ с небольшими такими поднастройками. Естественно, я не знаю, какая там была частота, но я немного погуглил, нашел, что Super Famicom должен показывать на частоте 133 МГц или 96 МГц. И для того, чтобы запустить консоль и начать поиски ее частоты вещания, я выбрал единственный у меня оригинальный картридж с игрой Aladdin, японский. Я воткнул его в консоль, включил питание, подключил RF-кабель к телевизору и начал вслепую искать изображение, потому что лампочка на консоли горела, но я не был точно уверен в том, что изображение это вообще есть. Его нужно было искать каким-то образом. Обе частоты, которые я нашел в интернете, 133 и 96 МГц, я излазил полностью, и изображения вообще нигде не было. И тут я уже подумал, что все, RF-кабель не работает, или что-то там случилось, и я просто уже все не поиграю. И где-то час я проходил по квартире, все думал, что же происходит. И потом чисто случайно решил проверить на другом картридже. Дело в том, что у меня еще есть картридж Contra 3, но это пиратский картридж, как видите, в американском корпусе. Кстати, еще один сюрприз. Я читал, прежде чем купить консоль, что американские картриджи без проблем запускаются на японской консоли, потому что обе NTSC региона. Но, к сожалению, мне никто нигде не написал в никаких форумах, что американский картридж не подходит по габаритам к отверстию для картриджа. То есть он сюда просто не влазит. И об этом я как-то сам не подумал, потому что консоль у меня первый раз в жизни такая. На Sega там все картриджи спокойно входят, на Dendy тоже, а здесь вот такая получилась заминочка. Но это особой проблемы-то не вызвало, потому что картридж-то у нас китайский, и, как видите, болтиков-то у него здесь нету, и поэтому разобрать корпус особой проблемы не составляет. Он просто расщелкивается, как наши старые добрые дендевские. Естественно, картридж я разобрал, вытащил микросхему, вставил в саму консоль и, особенно ни на что не рассчитывая, запустил на телевизоре поиск канала и пошел там по своим делам. Возвращаюсь минут через 5 и вдруг смотрю, Contra-то играет на телевизоре, работает. С одной стороны, я обрадовался, что наконец-то смог найти частоту вещания и смогу поиграть, но при этом возник вопрос, а неужели у меня оригинальный японский Aladdin не работает? То есть, когда я его покупал, там было написано, что продавец его тестировал и что с ним все в порядке. Опять проблема? Ну да ладно. Теперь давайте подключим саму консоль и посмотрим, как все это дело работает. Ну вот, как видите, сейчас я подключил консоль, подключил блок питания, подключил RF-кабель. Это у меня такой небольшой вспомогательный телевизор, к которому обычно подключаю ретро-консоли. Поэтому для тестов возьмем его. Вот, как видите, у меня лежит плата с Contra 3. Как видите, корпус я разобрал. Сейчас я вставлю платку туда в дырочку. Главное, когда вставляешь, удачно попасть контактами. А видите, она даже незаметно, что там что-то вставлен, какой-то картридж. Универсально, ничего нельзя сломать. Теперь подаем питание. Оба сразу на телевизор и на консоль. Так, AV-сигнал. Это не то, что нам нужно. Сейчас мы включим ТВ-приемник. Как видите, сейчас сигнала нет. Включаем консоль. И у нас появляется изображение. Логотип Konami. Все работает. Но, конечно, через AV-кабель изображение было бы более гладким. Пока что AV-кабель летит ко мне из Китая. И приходится играть вот так. Contra 3, как вы понимаете, купил неспроста. Хочется в нее поиграть, потому что никогда я в нее раньше не играл. На Контре все хорошо работает. Но почему-то Aladdin у меня не заработал. Сейчас я выключу пока что. Вынимаем платку аккуратненько. Убираем ее. Теперь возьмем Aladdin. Когда я уже настроил частоту изображения с помощью контры, я воткнул картридж, включил консоль, и он мне выдавал все время вот такой черный экран.
Я долго не мог понять, почему это происходит. Хотя, как только картридж пришел ко мне, я сразу контакт это прочистил. То есть, по идее, все должно было быть в порядке. Вставлял несколько раз. Несколько раз втыкая картридж туда-сюда, включая-выключая консоль, мне все-таки удалось его запустить. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, может быть, картридж старый, или у него там плата уже какая-то пошоркана, но в итоге, сколько бы я раз не втыкал контру, она все время запускается с первого раза. Алладин вот иногда глючит. Наверное, уже от старости просто. В принципе, игру я прошел, и никаких проблем, то есть в самой игре никаких глюков, ничего нету. Все абсолютно нормально идет. Только вот не всегда картридж запускается. Вот такая байда. Игра совершенно отлично играется. Джойстики тоже меня очень сильно порадовали. Как первый, так и второй, они очень хорошего качества, в отличие от наших дендерских китайских, которые постоянно ломались. Эти, я так понимаю, уже, наверное, лет 20 фурычат, и у них вообще никаких проблем нет. Вот что значит настоящее лицензионное качество. Единственное, что меня сейчас огорчает, это вынужденное использование RF-кабеля, потому что других вариантов пока что нет. Хочется уже поскорее на AV-кабеле поиграть, потому что изображение у него в разы лучше. И я там еще заказал карту захвата, которая позволяет записывать на компьютере изображение с приставочки через AV-кабель. Поэтому AV-кабель для меня очень важен. Пока что надо ждать. Собственно, вот так вот я подключал консоль к телевизору. Так что, если вы хотите заказать себе тоже Super Famicom где-нибудь на eBay или еще где-то, скорее всего, полный комплект купить, наверное, у вас не получится, потому что это очень дорого. И придется брать комплект типа а-ля консоль и 2 джойстика или консоль 2 джойстика и AV-кабель. Поэтому сразу рассчитывайте, пока консоль еще не пришла, где вы будете брать блок питания. Если у вас, как и у меня, есть от старого мегадрайва блок питания, то, конечно же, воспользуйтесь им. 2 консоли на 1 блок питания, это очень удобно. Конечно, вообще люди на форумах советуют брать Famicom с оригинальным блоком питания, но там у них розетки-то на 110 вольт рассчитаны. Вам нужно будет брать дополнительно стабилизатор, который будет понижать наши 220 до 110. То есть вроде как это будет более аутентично, не знаю, здесь уже кому как удобнее, наверное. Еще рекомендуют брать не AV-кабель, а SCART-кабель, то есть это тот же самый AV, только у него на другом конце не 3 проводочка, а 1 шлифок. На этом у меня все. Как видите, картридж легко достается. Выключаем телевизор. Ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал. Еще увидимся.